Ребят, на Пхукете произошло ужасное событие. Сошел грязевой селень и снес десятки домов. Есть погибшие. В очередной раз это доказывает о том, что при покупке недвижимости, при ее строительстве и при выборе особенно локации нужно быть предельно внимательным. Об этом мы сегодня и поговорим. Стандартный дождь лил, в принципе, целую ночь, да, никто даже, наверное, не подозревал, что этот дождь будет достаточно трагичным. Официальные лица сообщили, что погибло 10 человек. Среди них двое россиян из Владивостока, жившие в Таиланде уже 13 лет. Повреждено более 50 домов, пострадало около 250 домохозяйств. Также разрушен основной вход и парковка пляжа Ката. Когда я выбирал земельный участок на Пхукете для строительства вилл, я задумался о стихийных бедствиях, таких как цунами, которые происходили в 2004 году. И моя основная задача была выбрать все-таки участок на какой-то возвышенности, где есть зона спасения от бедствий, наводнений, цунами. Буквально 2 дня назад здесь были палатки, шикарная лестница. Это был центральный заход на пляж Ката. Сегодня, как вы видите, он отсутствует. И еще, наверное, 10 соток земли провалилось просто под землю. Здесь была большая парковка. Тайцы сейчас активно все это разбирают. Надеюсь, в конкретном месте люди не пострадали. Молодой человек, вы вчера были... Мы только приехали вчера. Вы не наблюдали? Не наблюдали, да? но мы видели, что происходило по телеграм-каналу. Почему мы пришли, мы тут ходили раньше купаться. И вот наблюдаем данную картину. С вон той большой горы селевой поток пришел сюда. По пути разрушал здания и затопил много туристических резортов. Вода пришла сюда, размыла парковку на набережной и ушла в море. Шел большой поток воды, и канализация не справилась. Все размыло под асфальтом, и он обрушился. Нам сейчас таец любезно показывает в моменте, как это было. Ребята разгребают завал, пилят деревья, которые поломались, и вывозят их. Тут никто не пострадал. Thank you, капунка. Все туристы, которые приезжают на Пхукет, знают это место достаточно хорошо. Здесь находится серф-кафе, основной центральный трафик туристов, и выход на пляж находится здесь. Точнее, он был здесь. Лестницу смыло, и, соответственно, на сегодняшний день разбирают завалы. Грязевой селень сошел со стороны Биг Будды. Мы сейчас переместимся поближе туда, чтобы посмотреть основную зону, которая пострадала от этой трагедии. Трагедии происходят на острове не часто, но дожди в низкий сезон достаточно частое явление. Вы можете просто приобрести виллу или недвижимость, которая постоянно затапливает. Важно, чтобы рядом с вашим домом не было какой-то лужечки, которая вне сезона превращается в большие озера, рядом с которым вам придется жить, а хуже всего еще и передвигаться на транспорте. У моего товарища, допустим, в прошлом году произошел гидроудар. Он заехал в лужу, из которой выехать не смог, и попал на ремонт арендованного автомобиля. Двигатель стоил недешево. Стандартный дождь лил, в принципе, целую ночь, да, никто даже, наверное, не подозревал, что этот дождь будет трагичным. Вот эта второстепенная улочка, которая выводит с центральной дороги, она, конечно, изменилась, потому что, видно, обочины еще грязные, грязь вываливалась, ливневки не выдерживали. Переживаю за то, что здесь вот провалиться тупо асфальт может. Видно мешки, это те баррикады, которые строили местные жители, чтобы спасти свои дома и уберечь их от потопления. А вот прямо мы находимся под склоном этой горы, которая обвалилась. Надеюсь, больше ничего не обвалится здесь.
Ну, в общем, вот, собственно, где произошла основная трагедия. Посмотрите на вот эти булыжники, которые размером с легковушку, они спустились с той горы. Представляете, по дороге они сносили виллы. Вот сейчас здесь, на этой локации, спасатели, которые, видимо, закончили работу. Здесь же мы видим людей, которые пострадали. Уже есть люди, которым видно прям перемотанные руки, оказана первая помощь. Тайские власти, видимо, предоставили все необходимости. Вижу вот водичку, то есть тут раздаются напитки тем людям, которые пока не могут пройти и посмотреть на свои дома. В целом тайский народ чувствует себя достаточно позитивно. Дети играют, все улыбаются. Собственно, на лицах тайцев, на удивление, трагедии не наблюдается. Надеемся, что все достаточно позитивней, чем пишут в новостях. Сегодня в новостях вы можете видеть достаточно много дискуссий о поводах и причинах данной трагедии. Но лично мое мнение сформировано было сразу. Те растения, которые растут на холмах, особенно на отвесных, они являются собой такой склеивающим материалом, который не дает, в принципе, вот этой всей грязи сойти. На самом-самом верху было строение, которое в любом случае нарушило целостность этого покрытия, этого одеяла, которое полностью окутывать должно всю скалу и сдерживать. То есть, соответственно, шли дожди, почва промокла, она стала тяжелее, и просто этот кусочек оторвался. Потому что гора там достаточно отвесная, практически прямой склон 90 градусов. Данная трагедия все-таки заставила меня позвонить архитекторам, проектировщикам и попросить, чтобы они усилили водоотведение в нашем коттеджном поселке, который я только начал строить. Поэтому мы запасные водоотведения создали, я не знаю, просто чтобы они были для запаса, для каких-то вообще невероятных дождей, которые будут на Пхукете происходить там, я не знаю, годами. Ребят, мы сейчас приехали на наш участок комплекса Ашрам. Здесь, в общем-то, все в порядке, как вы видите. Беседка даже строительная стоит на месте. На участке у нас ни одной лужи. Найнхарн, юг острова, это не затронуло. То есть это была локальная история. Там совершенно другие уклоны гор. Здесь нас это вообще никогда никак не тронет. Посмотрите, участок в том же виде, в котором был. Несмотря на все потопы, которые, кстати, произошли не только на Кате. И Корон топило, и Патонг топило. Здесь у нас сухо. Когда я приобретал этот земельный участок, я об этом думал. Изучал рельефы, грунты и все особенности. Нужно думать о том, что возвышенность на вашем участке была, потому что это важно. Первое, за что переживают туристы, это цунами, затопляемость. То есть все знают, в 2004 году цунами пришло, и все строения на отметке плюс-минус 5 метров, 10 метров над уровнем моря были подвержены разрушению. Плюс, наверное, первая береговая зона, она никогда не подлежит прям такой основной застройке, только какая-то скальная история. Да, у них классный вид. Да, они находятся на первой береговой, но это опасность. Таиланд все-таки зона сейсмической опасности. На первой береговой линии у нас есть проблема, это соленый воздух, и он агрессивен для строения, и, в общем-то, это проблема. Но вы знаете, вся первая линия на острове Пхукет стоит квинтиллионы долларов, и она уже застроена. При этом, нельзя прям на берегу, на пляже построить, все это понимают на Пхукете. Кто не понимает, у нас вся прибрежная зона, она общедоступна абсолютно для всех. Для тайцев, для китайцев абсолютно нельзя переграждать ни один пляж. Самая идеальная локация для меня — это когда находится небольшая возвышенность, допустим, 30-40 метров над уровнем моря. Когда есть рядом лесочек, джунгли, которые дают все-таки какую-то прохладу. И есть возможность все равно получать в первой половине дня или второй половине дня тень, потому что все-таки солнце у нас будет заходить или всходить. Но в данном случае, если у нас есть лес, то тенька у нас будет в течение дня больше просто. Либо если у нас какой-нибудь холмик присутствует рядом,
который является завесой для постоянно палящего солнца. Ведь, знаете, многие приезжают в Таиланд и думают, что тут солнца не хватит вам. Солнца всем здесь хватает и в сезон, и не сезон. У вас постоянно все выгорает. И вы знаете, вы без кондиционера жить в таком кондоминиуме или вилле не сможете. Поэтому я бы рекомендовал всем в Таиланде не бегать за солнцем, а от него немножечко прятаться. Подытожу тем, что достаточно много факторов, на которые нужно обращать внимание, чтобы получить, 10 из 10 баллов. Да? Недвижимость, конечно, каждый может купить на острове Пхукет. Но чтобы у вас была максимально надежная, максимально доходная и очень ликвидная недвижимость, которую вы легко и просто, если захотите, перепродадите потом, нужно учитывать достаточно много факторов, про которые я вам рассказал. Ребят, продолжайте следить за нашими обновлениями, за нашими выпусками, и вы получите максимальное понимание о том, как нужно инвестировать, строить и приобретать недвижимость в Таиланде на острове Пхукет.